Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Перед тем, как погрузиться сейчас в игру, я хочу сказать следующее. Это то, что сегодня и завтра будет стрим в 6 часов, либо в 8 часов вечера. И чтобы вот не пропустить его, надо подписаться на мой телеграм-канал, потому что я там пишу заранее, во сколько будет стрим, и когда я включаю его, соответственно, тоже такое, делаю мини-оповещение. А также, ребят... Опа! Да, все аугментации будут призматические. Отлично, отлично. Это значит, можно что-то будет интересное почудить. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что будет все хорошо и будет очень интересно и эпично. И игра будет довольно-таки сложной. Так, о чем я хотел сказать? Блин, из головы вылетело, прикиньте. Капец. Капец. Это то, что было мало обратной связи под предыдущим роликом, там, где я спрашивал вас по поводу того, стоит ли мне записывать контент уже по новому патчу или записывать все еще по старому патчу. По новому патчу я буду записывать на тестовом сервере. Ну, если, конечно, много людей соберется в виде обратной связи и много даст мне людей фидбэк на этот счет. Хотят ли они увидеть новый контент по новому патчу или все-таки хотят еще старый контент, чтобы я позаписывал. Потому что в старом контенте у меня еще много незавершенных дел, и вы это сами прекрасно знаете. Бардов 3 звезды нет, Блицкранков 3 звезды нет, Зедов 3 звезды еще нет. Также я еще не закрыл 2 полные синергии, это Темная Звезда и Галактика группа. Поэтому давайте, ребят, жду обратную связь от вас, делайте ее максимальной. А также сейчас присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки есть в описании под видео и в комментариях под видео. Ну а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Вот, все. Все. Ну-ка, давай, аугментацию топовую какую-то. Кухня, подписка. О, более... Нет! Это мой самый страшный сон. Предметы Пандоры и смертельные шляпы. Серьезно? Я возьму смертельные шляпы. Почему я сейчас так сказал, что это мой самый страшный сон? По одной лишь причине. Если у меня стоит такой выбор, либо взять смертельные шляпы, либо, соответственно, предметы Пандоры, то это означает то, что я смертельные шляпы не увижу всю игру адекватно. Всю игру у меня будет идти какая-то шляпа, а не смертельные шляпы. Вот это рифма, конечно, получилась. Какая-то шляпа, а не смертельные шляпы. Понял, принял. Ой... Держите сейчас за меня кулачки, то, что я смогу спокойно налутать кучу смертельных шляп. Потому что мне на них будет сейчас жестко не вести. Почему? Потому что вот реально, когда выберу такую-то аугментацию, предметы Пандоры, либо же более смертельные шляпы, соответственно, мне потом шляпы вообще перестают идти. И я начинаю грызть локти. Обидно, печально, но да ладно. В общем, в чем суть вот этой вот аугментации более смертельные шляпы? Суть в том, что если владелец смертельной шляпы участвует в убийстве, правильно, да, наверное, так правильно сказать. Да, если она участвует в убийстве в какого-то там героя вражеского, то, соответственно, она получает 1% к силе умений. И, то есть, эта шляпа может стакаться бесконечно, поэтому вот. Сейчас я эту шапку буду жестко стакать, буду играть через проводников. Почему? Потому что у меня будет куча манрегена, и там, соответственно, у меня есть даже несколько керри, кому я могу закинуть эту шляпу. Это Барт, Аурелион Сол, Виктор, ну и Зои, соответственно. Вот, в целом, все керри, под которые я буду закидывать эту смертельную шляпу. Можно, конечно, закидывать и под любую другую магическую, точнее, под любого другого магического керри, но я этого делать не буду. Потому что на ум сразу приходит это Милио плюс Лулу, но я же говорю, этого я делать не буду. Я хочу на чем-то нестандартном поиграть, а не на метовой сборке в виде Лулу плюс Милио, потому что Лулу сейчас и Милио это must-have сборка, видишь ее в каждой игре. Да. А это у меня еще ролики как бы не набирают по 1000 просмотров, а если будут набирать по 1000 просмотров... Я думаю, что там в каждой игре будет какая-либо жесткая сборка появляться. Так, Леона, отлично. Дай мне Леону. Блин! Серьезно? Ой, как тяжело мне будет. Ой, тяжело мне будет доставать эту Леону. Очень тяжело будет доставать. 3 раза ударить, я надеюсь, что там будет за 50 маны. Но... Охренеть, там Ривен уже.
Жесть. Ну, короче, будем стакать эту шапку. Я надеюсь, что мне выпадет с мобов максимально быстро несколько этих шапок. Я очень на это надеюсь, и я очень этого хочу. Потому что если мне не будет падать шапка, будет очень печально. Но по всем законам подлости я прекрасно знаю свою удачу. Скорее всего, шапка мне падать не будет. Но если я найду 2 ранние шапки, это будет уже must-have, это будет уже очень лютый буст, потому что шапку я буду жестко стакать, и, соответственно, это будет просто дохренища магического урона. Но по всем законам подлости, как я уже сказал, если у меня был в начале выбор предмета Пандора либо шапки, то, соответственно, болт на 28 мне, а не шляпа Рабадона. Но я надеюсь, и надеюсь, что вы держите за меня кулачки, то, что я найду хотя бы 2 шляпы Рабадона. Хотя бы. Ячейки. Отлично. Если здесь еще ячейка будет на поджог и дополнительный магический урон, я описываюсь от счастья. Ну вот, ну как это назвать еще, да? Из выбора героев самого большого жезла там нет. Ладно. Не накручиваем, Саня, себя не накручиваем. Спокойно, чилим, дышим. Дышим. Вдох, выдох. Все хорошо, все замечательно, ничего не произошло. Да, конечно, плохо то, что у меня закон арбитров именно такой на 3 удара. Это очень плохо. Я рассчитывал, что там будет на 50 маны, либо же от дохода. Я очень на это рассчитывал, потому что на самом деле на 3 удара, ну я здесь бить вообще не буду. Мне будет очень тяжело находить эту Леону в 3 звезды. Ну, это хорошо, что Леона в 3 звезды будет у меня. Хотя бы. Ну, я надеюсь, что она, конечно, будет, а не в моменте не психану и распродам арбитров. Но арбитров я распродам... Ну, как арбитров? Зою я распродавать не буду, а вот Леону, скорее всего, я продам, если она не будет у меня довольно-таки быстро в 3 звезды. Но, исходя из того, что я вижу, что она мне так плохо идет, скорее всего, я ее продам. Ну, надеюсь, что она исправится и сейчас будет нормально приходить. Но на самом деле, если бы мне еще закон арбитров выпал на использование 50 маны, то есть когда я трачу 50 маны, и там сила умений повышается, я был бы просто рад. Был бы рад, потому что я бы мог еще жестче себя бустить и играть через Зою. То есть о чем я говорю? Смотрите, я бы мог взять бы шляпу Рабадона, закинуть Зою, поставить 3 арбитров себе. Если бы там давала силу умений за потраченные 50 маны, я бы тут тупо кайфанул. У меня было бы урона просто тьма. Особенно под шапками. Шапки, которые стакаются, вот просто вдумайтесь. Найти рано 2 шапки, сильный магический керри, который будет стакать эти шапки. И это безлимитный рост. У меня урона в конечном итоге будет, ну, закачаешься. Я надеюсь, что хотя бы так повезет. Сейчас меня Милио будет немного спасать. Милио имба. Особенно, когда она будет несколько мечей закидывать. У меня, кстати, была игра, где я взял, купил Милио, и она закинула 7 мечей за 1 каст. 7 скиллов за 1 каст. Просто вдумайтесь в это. Милио надо, ну, я говорю, Милио надо понерфить, но я уверен, что нерфить ее не будут уже до конца сезона. Не, ну может быть там какой-то мини-патч выйдет с нерфом Милио. Но я думаю, навряд ли. Ладно, может кача судьбы поставить, чтобы мобов точно забрать, потому что у меня что-то такой слабый стол. Мне кажется, что я не заберу мобов. Леона вообще не идет, откровенно говоря. Это очень плохо. Я рассчитывал на то, что мне Леона быстро придет, но с таким законом арбитров, конечно, она мне так хреново идет. Если был бы хотя бы там закон от дохода, от маны, то я бы уверен был в том, что она придет хорошо, а так, такое себе. Ладно, я надеюсь, что мне выпадет ячейка на поджог. Это очень сильная ячейка Ясуо. Очень надеюсь, что она выпадет. Блин, надо было Виктора не продавать. Ладно, хрен с ним, я в уровень пошел. Так, Зои. Понял. Зоя не хочет тапаться. Ну и хрен с тобой, не хочешь шапаться и не надо. Больно-то и хотелось. Ну хоть дай мне, пожалуйста... Какой бред. Ни одного самого большого жезла. Серьезно? Ну хоть аугментация, дай мне, пожалуйста, еще раз предметы Пандоры. Ну, один раз она мне пришла, то вряд ли она мне второй раз придет предметы Пандоры. Это неизведанная щедрость была бы. А так хрен.
Хрен там плавал. О, нормально мечей накинул. Там у него Милио в 2 звезды, а у меня в 1 звезду. У него, естественно, посильнее будет. Плюс у него еще и Ривен. Охренеть. Стол, конечно, очень сильный. А, да, кстати, если что, это Марк, мой подписчик. Я играю вместе с ним в пати. Так что вот так вот. Ну, это мой утяжелитель. И я смотрю, у него там все хорошо. У него еще топовая аугментация, где он лишается дохода от сбережений, но взамен получает каждый раунд дополнительно 4 опыта. О, драгоценный лотос 2 уровня. Призматический билет. Ну, я беру драгоценный лотос 2 уровня. Почему так? Потому что, ну, блин. Если честно, у меня вот с этой аугментацией драгоценный лотос сейчас есть только одна мысль, как я хочу это все сделать. Это сделать 3 шляпы Рабадона. Но мне бы хотя бы одну еще найти. Хотя бы одну. Потому что уже, ну, 3-я стадия, у меня всего лишь 1 шляпа Рабадона. Это очень плохо. Ой. Это очень плохо. Это реально очень плохо. Это неприятно. Ну ладно. Не расстраиваемся, не расстраиваемся. Самое главное просто затерпеть сейчас до 8 уровня. На 8 уровне начать жестко ролиться. 9% шапка настакана. 9%. Печалька. Печалька. Ну ладно. Все не так уж и плохо на самом деле. Милио меня спасает потихонечку. Ну вот, кстати, вот этот драгоценный лотос 2 уровня, на самом деле, это обалденная аугментация. 25% шанса крита и 10% силы крита добавить, это просто по кайфу. То есть, вот этот драгоценный лотос чуть ли не одна из лучших аугментаций. Это боевая аугментация, которая, ну, до хрена дает объективно. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы все-таки слишком большие жезлы мне выпали. Потому что я хочу кучу шляп Рабадона. Ой, ладно, я уже сам задолбал, наверное, с этими шляпами Рабадона. Так, ну сборка у меня будет простая. Я делаю себе 5 проводников. Керри, Аурелион Сол, Барт, либо же Зои, либо же все трое. Ну, может, еще кого-то посмотрю. Из танков у меня будет Моргана, естественно. 4 авангарда планирую докинуть, если, конечно, Леона мне начнет нормально идти. А не так, как она сейчас идет. Потому что Леона, если что, идет со скрипом. Несмотря на то, что тычки наносятся. Шанс 8%. Не самое лучшее. Но лучше мне надо было взять за звездность. Взял бы за звездность, было бы проще. О, 3 мяча. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, Милио это сломанный персонаж сейчас. Реально сломанный. Я на самом деле реально не понимаю, почему разработчики решили именно такой патч сделать. Разрушить жизнь легче, чем ты думаешь. Не, ну ты угораешь. Игра просто угорает. Слишком большого жезла мне, походу, не видать. Ну, может, мне с фигурами хотя бы будет вести. Может, я сейчас 8 ап, но сделаю 2 ролла, у меня будет все в 2 звезды. Что-то может быть даже в 3. Не знаю, не знаю. Ох, не знаю, не знаю. Зои, хорошо. Зои в 2 звезды, отлично, отменно, шикарно, прекрасно. Можно разрушители времени поставить, на самом деле. Ладно, потрачу 1 магнитный делитель. Делаю посох бездны, потому что новую ставить я не планирую. Вообще, я, кстати, вот так сделаю. Хотелось бы мне, конечно, поставить разрушители времени. Ну, я пока продавать Израиля не буду. Посмотрим, как дальше будет. У меня всего лишь 19% на шапке. Жесть. Короче, я думаю, все прекрасно поняли, как работают стаки, да? Если кто-то не понял, повторюсь. За каждое участие в убийстве вражеского героя. То есть, любой урон нанес по вражескому герою, соответственно, я получаю стак, если герой вражеский умер. Вот. Вот так работает. 1% добавляется. И это на самом деле очень сильная аугментация. Урона потом... Ну, если рано падает 3 шляпы Рабадона, и вы умудряетесь побеждать и стакать эти шапки, поверьте мне, урона будет тьма. Такая тьма урона будет, что челюсть тупо отвиснет.
Слишком до хрена урона дает эти шапки. Слишком до хрена. Так вот, я еще что-то хотел такое рассказать. Что ж я хотел такое рассказать? Ну план на игру, в принципе, да, я уже говорил, типа проводники, и там посмотрю на первую линию. Синергию новую я не хочу ставить. А вот эти вот предметы по типу посоха бездны, море Ланамикон, если, конечно, не выпадет ячейка на поджог, то я буду закидывать в Барда, либо Аурелион Соло. Посмотрим. Потому что пока что вроде как Зоя неплохо идет. Может реально попробовать через Зою. Но у меня закон арбитров не на силу умений. Если бы у меня был закон арбитров на силу умений, я бы 100% поиграл бы через Зою. Просто каждый 50 маны или каждый что-то там. Короче, что-то там, если было бы другое. Я бы нормально так по бафу получал. На самом деле очень жестко, когда у тебя Зои дает силу умений. Ой, Зоя, силу... Тьфу ты, ё-моё, извините, пожалуйста. Вот это меня немножко что-то поплавило. Блин. Извиняюсь. Извиняюсь. Что-то немножко у меня мозг поплавило. Прям такую самую малость. Короче, закон арбитров, если был бы у меня на силу умений, я бы кайфовал. Обалдеть мне поприходило, а чё так? Симпатический имплант в виде псиоников? Может, псиоников докинуть? Мне кажется, хрень псионики. Игра, ну ты издеваешься? Серьезно? Где мои слишком большие жезлы? Алло? Чё за бред происходит? Чё за бред? Это уже не смешно. Это тупо бред. Мне, кстати, Зоя хорошо идет. Я, наверное, через Зою, может, катну. Ну, посмотрим, может, она сейчас вообще перестанет идти. Но я на 8 уровне начну ролиться. И там, соответственно, посмотрим, как она будет идти. Если она придет в 3 звезды, то, в принципе, может даже через Зою будет катнуть. С этими шляпами Рабадона. Не, ну Марка тут, конечно, шикарный стол. И предметы Пандоры, и лишаешься дохода от сбережений, получаешь кучу опыта. И стол огромнейший. Вы просто посмотрите на это. Еще и фулл мипери, охренеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7... Ну, спасибо хотя бы за халявные роллы, что ли. Моргана, отлично. Ну дай мне Зою. Ну Зою дай мне одну. Ну? Да. Еще и Нуну пришла. Ой-ой-ой. Ну все, ребятки. Дальше надо идти тупо в уровень. На 8 уровне я паролюсь. Я найду себе Нуну в 2 звезды. Я найду себе Моргану в 2 звезды. И там посмотрим, кого еще я буду докидывать себе. Так, Моргану ставим, естественно, на ячейку, которая повышает хп. Закидываем ей адаптивный шлем, чтобы мана регена было намного больше. Плюс адаптивный шлем дает 30 брони и 30 сопротивления. Но самое главное, это то, что адаптивный шлем дает на 20% мана регена больше со всех источников. То есть это даже касается синергии проводников. То есть у меня охренеть, как Моргана регенит ману просто. Так, и мне осталось 1 Леона, и у меня будет Леона в 3 звезды. Четко. У Зои уже 13 тысяч урона. Вдвойне четко. Минус только в том, что у меня 1 шапка Рабадона. Ну дайте хотя бы 2 каким-то чудом, образом. Не знаю, как-нибудь дайте мне, пожалуйста. Мисс Фортуну может купить пока что. О, ну, хорошо. Я вот так, кстати, сделаю. Мне все равно 1 Леону осталось найти. Диану я уберу. Виктора... Собирать ли в 3 звезды Виктора или не собирать в 3 звезды Виктора? Я, кстати, хочу сделать доспех Вармога в Моргану. Она будет до хрена хп иметь, когда особенно будет находиться в своей форме. Но по факту мне бы сейчас хотя бы найти слишком большой жезл, чтобы сделать себе драгоценную перчатку, и у меня было бы 100% шанса крита.
Тут чел играет на ткачах судьбы. Кстати, я только недавно записывал контент по ткачам судьбы, но он играет через воровские перчатки. А у меня огромнейшая Зоя, которая разваливает. Че, Леону дашь мне? Ладно, я Виктора продам, я не буду Виктора в 3 звезды собирать. На самом деле, мне сейчас будет довольно-таки сложно Леону в 3 звезды собрать. Может, синергию новую докинуть? Не, шляпа, наверное. Шляпа. Не буду синергию новую докидывать. Может быть, просто плотного танка еще одного поставлю. Боже, иди в задницу, игра, просто иди в задницу. Ну как это еще назвать? Как это еще назвать? Слишком больших жезлов мне не пришло от слова совсем. Вот у меня только шляпа Рабадона на первых раундах пришла, и все. И то из-за того, что у меня была аугментация. Я на Виктора, кстати, поставлю эту ячейку. На его место потом поставлю кого-нибудь другого. О, Леонов 3 звезды, спасибо. И то роллами нашел, а не арбитрами. Ладно, продам, короче, Маука, я не буду его собирать. У меня и так будет танков до хрена. У меня Нуну, Моргана, Леона, Мордеркайзер. Сделаю облачение духов уже в Моргану. Чтобы у нее было больше выносливости и хпшки. И хпшка реген был. Думаю, нормис. Не, на самом деле, адаптивный шлем Моргану под 5 проводниками — это имба. Очень много дает. Постоянно перевоплощается, хп-реген имеет. Да, ты шо, песня. Ну, конечно, предметы хотелось бы чуть-чуть допеределать немного. Но в целом, меня предметы устраивают в Моргане, который у нее есть сейчас. Очень много манрегена. Кстати, я до хрена урона уже наношу. Зоя-то разгоняется. С каждым раундом она у меня все сильнее и сильнее становится. На секундочку. Я, кстати, выйду из экономики немного. Сделаю вот так. Аурелион Сол. Отлично. А Моргану можно? Нуну. Отлично. Нуна мне нравится. Нуна это хорошо. Нуна будет моим вторым танком. То есть первая Моргана, вторая будет Нуну. Я, короче... собрал уже себе убийцу великанов, ну, потому что по факту мне, по сути, ничего и не надо будет дальше. Сейчас выбор бога будет в скором времени, я должен там получить предметы. Я очень надеюсь, что мне выпадет там слишком большой жезл. Очень на это надеюсь. Не, ну урона сейчас очень много от Зои. Настаканная шапка дает о себе знать, с каждым раундом все сильнее и сильнее. Можно псиоников докинуть с помощью Виктора, но я, если честно, не особо хочу псиоников докидывать. Да, там симпатический имплант как бы будет, но... он не настолько профитный, этот симпатический имплант. 63% настакал всего лишь. Но это мало на самом деле. Я видел, как ребята настакивали намного больше. Ладно, я делаю 2 шляпы Рабадона. Я уверен, что 2 шляпы Рабадона это будет разрыв. Ну, я сделаю перчатку вора, закину. В кого-нибудь уже закину. В Нуну закину, пусть будет. Так, Барда. Ну, мне на самом деле не очень хочется сейчас докидывать Барда, но в принципе можно докинуть вместо Виктора будет. Но мне кажется, Виктор в 2 звезды... Хотя... может он слабее Виктора в 2 звезды? Мне надо еще найти поджог. Потому что ячейки на поджог нет. А это очень важно. Лулу Милио через перчатки играет тип. Сочувствую ему. Сочувствую. Тут ткачи судьбы. Ну, они очень слабые у него. Очень. Тут 7 миперов огромных и 9 уровень. Пастухи. Не, сейчас Зоя у меня начнет стакать шапки. И на самом деле я вот на этой стадии игры видел очень жесткие шапки. Они были настаканы безумно сильно. У меня на самом деле еще не настолько жестко настакано, потому что мне просто не везло. И, кстати, огромный плюс Зои в том, что она заднюю линию еще бьет. Охренеть. Пум-пум. Хорош. Молодец, Зои. Ее же в каком-то патче бафнули.
Не, ну вот эта вот аугментация на шляпе Рабадона, на самом деле это очень сильная аугментация. И сборка даже есть спокойная под шляпы Рабадона. Моргана, я так понимаю, в 2 звезды мне не хочет идти, да? Ладно, я псиоников, короче, уберу. Я еще просто думал, может оставить псиоников себе сделать. Ну, короче, отказываюсь от псиоников и иду в уровень потихоньку. Халявные роллы буду использовать, чтобы сейчас найти себе усиление. Ну, а так буду потихоньку в уровень идти. Потихоньку, понемножку, постепенно. Сейчас этого робота выкину. 72% у меня одна шапка настакана, хорошо. Ну, кстати, Зоя даже сильнее смотрится в проводниках, нежели Аурелион Сол. Потому что... Не, мне кажется, Зоя реально сильнее в проводниках, чем Аурелион Сол. Аурелион Сол сильнее будет в своей форме, когда он летает. А вот так Зоя сильнее. Ну, может, мне кажется, чисто из-за того, что так шапка жестко настакана. Но я уверен, что если бы у меня были арбитры на силу умения, я на 100% была бы сильнее, чем Аурелион Сол. Ну, 20 тысяч урона накидал. Прикол Зои в том, что она бьет заднюю линию, а Аурелион Сол стоит, ну, стоит на месте и кастует. Вот. Все самое главное отличие. Это то, что Аурелион Сол на месте стоит и выжигает одну цель. А Зои бьет массово. И вот Зои как-то смотрится даже перспективнее, чем Аурелион Сол. Не, но если Аурелион Сол находится в своей форме, то Аурелион Сол прям силен. И я уверен, что под шапками Рабадона он был бы еще сильнее, чем Зои. То есть 5 проводников и шапки Рабадона находились бы в Аурелион Сол. То есть 3 шапки Рабадона. Вот, я думаю, что если на равных смотреть... То есть Аурелион Сол в 2 звезды, а Зоя в 3 звезды. Шляпа Рабадона 3 штуки в Зое, либо же в Аурелион Сол. Только Аурелион Сол был в своей форме. То Аурелион Сол был бы посильнее под такими шапками. Ну, мне так кажется. Так, но поджог имеет... Блин, у меня на самом деле бы найти гарантированный бы поджог в виде Морила Намикона. Но я возьму клятву защитника. Клятва защитника это надо. Моргана что-то вообще не идет мне. Я, кстати, вместо Иловой поставлю Блицкранка. У меня, конечно, предметов на него нет. Но я поставлю Блицкранка 4-м авангардом. Моргана под проводниками это лютая имба, конечно. Мне нравится. Реально, когда сделали патч, и она стала проводником, она реально разрывает. Не, как же Зоя разносит. Вы просто посмотрите на это. По 1000 урона. Каждый раз. Да, это топчик. О, ого. Нормально так усиление пришло. Так, я там Кинча поставлю. Еще один там Кинч, хорошо. Вообще я могу в 10 спокойно пойти. У меня в целом кап стола. Сильнее стол я не сделаю. Мне, по сути, только предметы нужны, чтобы сильнее стол сделать. Но в целом у меня кап стола, и я могу спокойно идти в уровень. Я реально могу попробовать за 10, и, может быть, я даже соберу какую-то легендарку. Может, Блицкранка, либо же Барда. Не, ну это мечты. Я не знаю, когда я соберу Блицкранка и Барда. Не знаю. Когда-то соберу. Когда это будет, не знаю. Я, наверное, легендарку сейчас уже заранее куплю. Пусть будет. Давай, Зои. Бэмс, бэмс, бэмс. Боже, как много урона у Зои под этими шапками. Еще и посох бездны дебафает. Та, песня. Там Кенч, хорошо. Джин, хорошо. Бард, хорошо. Зет. Пойдет. Ладно, я продам. Я еще, кстати, Джина поставлю в конечном итоге. И Джин будет еще дебафать по броне и сопротивление противнику. Уф, это будет сильно. Боже, какие она куски отрывает. Я над этим наблюдаю и тупо в шоке сижу.
А что было бы реально, если бы арбитры на силу умений были? Не, ну игра угорает. Игра реально угорает. Да. Сона. Нуну. Ого, Нуну идет. А мне нравится, как Нуну идет. Мне очень нравится, как Нуна идет. Тут Мордеркайзер. Я, короче, если что, решил все легендарки продать, оставить только те, которые мне нужны. Я хочу быстро в 10 пойти. Шапка 106%, а вторая 43%. Я что, его снесу? Снесу. У меня Моргана, по сути, постоянно в своей форме находится. Жесть. Уф, боже, как же она стирает в порошок. Ой, я в топ-4 зашел. Отлично. Вот, несмотря на то, что даже мне нормально шапки не шли. Все равно неплохая ситуация. Сейчас мне там Кенч еще даст какую-то награду, по-любому даст какой-то бред. Скорее всего, это будут деньги. Не, было бы классно, если бы он мне Нуну дал в 3 звезды. Это было бы офигенно. Я когда-то один раз, по-моему, Нуну собирал в 3 звезды. Там вечный стан. Куча урона и вечный стан. Так, тут качи судьбы через Шена и перчатки. Но мои шапки Рабадона не дадут пройти. Урона до хренища. 50 монет уже сижу. Бартырит вражеские фигуры. Тупо одна Зоя тащит. 23 тысячи урона у Зои. Кайфуем. Аурелиан Сол, Джин. Аурелиан Сол. Нормально. Ни хрена себе. И перчатки воры, и Барда дал. Да. 21 хп и 10 хп. Угу. Сейчас посмотрим, кто кого. Но я думаю, я его снесу. У меня слишком сильно. Так, сейчас мы сначала с Марком разберемся. Шапки у меня уже хорошо настаканы. Одна 120%, вторая 60%. Вот это я называю смертельные шляпы Рабадона. А вот если бы у меня сразу их было 3 штуки, вот тогда бы мы поговорили. Вот вы прикиньте, на ранней стадии у меня было бы хотя бы 2 шапки. Я их уже стакал. Марк, перед тем, как вылететь из игры, отдал мне Джина. Хорош. Такой подгон мне нравится. Такой подгон мне нравится. Я, кстати, наверное, выйду сейчас из экономики. Полностью. Что у нас тут? Я возьму драгоценную перчатку. И вот так. Джин оставим. Аурелиан Сол идет. Блицкранк хорошо. Еще Аурелиан Сол идет. Офигеть. У меня, кстати, 12 винстрик. Я даже этого не заметил. Морила Намикон в Аурелиан Соле. Хорошо. Не, ну я тут не успею какую-либо легендарку собрать в 3 звезды. Слишком мало здоровья у моих противников. Слишком мало. Хотя бы Нуну. Аурелиан Соло мы в 3 звезды видели. Надо Нуну посмотреть в 3 звезды. Да, это та ситуация, когда я справляюсь в одного керри. Блицкранк. Блицкранк. Офигеть. Ладно. Я оставлю Аурелиан Соло. Бард. Блицкранк, офигеть. Да не, ну... Ну, блин. Я бы хотел бы распродать весь свой стол. И попробовать все-таки Блицкранка либо Барда в 3 найти. Но я уверен, что мне так не подфартит. Давай, Зоя. Покажи всю свою мощь.
Боже, как оно сносит их. Вы просто посмотрите, какие куски у них отрываются. Тык-тык-тык-тык. Да. 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 Ну, игра хороша. Ничего не скажешь. Игра очень хороша. Ну, по сути, показал им реализацию смертельных шляп Рабадона. По сути. Добавить, в принципе, реально и нечего. Вот просто если бы они намного раньше пришли, я бы уверен, что эту игру я бы просто разорвал бы еще сильнее. Но спасибо за то, что хотя бы Зоя пришла очень быстро в 3 звезды. Я даже... Ну, ладно. Спасибо за Зою в 3 звезды раннюю. Спасибо огромное. В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Также не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. И подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки есть в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.